Всем привет! Меня зовут Яна, и вы на канале, который пока никак не называется, потому что я пока еще ничего не придумала. Ну, давайте познакомимся и немного расскажу о себе. Я живу в Аргентине, живу уже здесь 10 лет. Вышивать я начала где-то примерно лет 7 назад. Ну, я до этого еще вышивала, естественно, в России, когда еще была совсем маленькой, потом постарше. Но вот так постоянно и продолжительно вышиваю последние 7 лет. В общем, до этого момента я как-то даже не задумывалась, сколько лет я вышиваю, и вот так вот произнеся вслух, кажется внушительная эта дата. Живу я с своим молодым человеком-аргентинцем, которого, если вы следите за мной в Инстаграме, все знают как М. И когда это пишешь, все замечательно, а вот в видео как ты не будешь рассказывать, что его зовут М. Зовут его Маркос, все его называют в основном Маркитос, но поскольку я никогда его не зову по имени, мне все время очень странно это произносить. Писать просто букву М как-то вот комфортнее, но придется переучиваться. Так вот, я рассказала Маркитосу о своих подружках, у которых тоже есть каналы в YouTube, и он так загорелся этим, что решил заставить меня тоже снимать. Не то, чтобы я была очень сильно против, но мне очень сложно разговаривать на камеру, тем более, что я, как я уже говорила, 10 лет живу в Аргентине, и 10 лет практически не разговариваю на русском языке, ну, только разве что с родителями периодически, и то мы созваниваемся даже не каждую неделю бывает. Ну, даже если мы созваниваемся каждую неделю, это разговоры на час, 2, ну, 3 часа в неделю на русском языке. Все остальное время мое русское общение обычно в письменном виде. Поэтому я не говорю по-русски, в плане не практикую русский и чувствую, что мне уже достаточно сложно выражать свои мысли как-то более плавно, без знаменитого аргентинского от самого знаменитого аргентинского футболиста. И, в общем, как я уже говорила, что Маркитос уговорил меня все-таки попробовать. И говорит, ну, я пойду сейчас погуляю с другом, а вот ты останешься одна, и комфортно сядь и расскажи что-нибудь. Ну, например, как ты решила завести этот блог? А я понятия не имею, как я решила завести этот блог и вообще почему. То есть мы разговаривали, в общем-то, прикольно, все, да, классно, интересно попробовать. Но я понимаю, что я никогда не снимала видео, я понимаю, что я не очень хорошо говорю, ну, по крайней мере, мне самой себя слушать не очень комфортно, и, наверное, другим тоже не будет очень комфортно, поэтому зачем я это делаю, не знаю, но давайте сделать ставки, вдруг моя речь станет лучше, если я буду регулярно снимать. Вот. Сегодня мы гуляли на улице и немного хотели снять Аргентины, и сказать на камеру буквально 3 фразы о том, какая погода, составило очень много труда, поэтому это видео вы, ну, возможно, не увидите, а возможно, я все-таки научусь рассказывать про погоду. В Буэнос-Айресе надо Вот. Что же еще вам рассказать? Значит, как канал называется, я не знаю. Почему я решила открыть канал, я тоже не знаю. Что еще, я не знаю. Я не знаю, что я вам буду показывать. Потому что, нет, у меня на самом деле заготовлена прекрасная часть про покупки месяца. Я ее сниму, и вы поймете, почему она такая замечательная. Вот. Ну, а сейчас у меня в руках дизайн, который
я очень давно хочу повышивать, но все как-то не получалось. Это Петербург утренний, по-моему, Питер. Ну, я не помню, как конкретно называется, но это схема Катерины Бесперстовой. Вот, очень-очень мне нравится. Я немного начала ее вышивать в прошлом году. Я в октябре в честь своего дня рождения девочки-подружки по чатику мне подарили очень много разных электронных схем, потому что другого способа особо мне какие-то сделать подарки не получается. Но я об этом как-нибудь потом расскажу. Вот. Ну и, соответственно, мне подарили очень много схем, и я решила все поначинать. Поэтому вот этот кусочек был начат в прошлом октябре, и больше я за него не принимала, хотя мне очень нравится. Ну вот все как-то вот откладываю на сладенькое, потом, ну и вот. Потом, когда это было? В прошлом году тоже, да. Мы начали играть Евелиной с подружкой из чатика в одну из игр ВКонтакте у Ольги Ломкевич в «Тени толкай». И как-то сюжеты выбирались мною больше для игры, чем для души. Ну, иногда и для души тоже. Ну, кто-то иногда просил какой-то первоотшив сделать, что-то мне самой хотелось, где-то какие-то совместные отшивы. И вот все как-то откладывалось. А сейчас игра закончилась, и я наконец-то, казалось бы, могу сама выбирать. Но нет, я себе придумала веселую затею, чтобы из всех моих дизайнов, что мне вышивать, выбирал рандом. Почему я так решила? Потому что у меня сейчас начато 23 процесса, и я их все безумно люблю. И я никак не могу выбрать, что же мне вышивать. Это с одной стороны. А с другой стороны, я поняла, что если я один процесс вышиваю в день, то я могу, конечно, допустим, вот дождливый день, никуда не иду, мне ничего заняться, я его прям целый день вышиваю. И я могу вышить, ну, не знаю, 1000 крестиков на одном сюжете, но это прям вот очень сложно, надо прям целый день сидеть, и надо, чтобы процесс был достаточно такой простой. Но в основном, если это один процесс в день, то я вышиваю, не знаю, вот если опять целый день сидеть, 600-700 крестиков. Если же я вышиваю несколько процессов в день, например, с утра я вышиваю один процесс, пару часов после обеда я вышиваю другой процесс, пару часов, и перед сном еще вышиваю какой-нибудь процесс, третий, пару часов, вот за это время почему-то у меня накапливается гораздо больше крестиков, чем если бы я вышивала только один процесс утром, в обед и вечером. Вот. Не знаю почему. Ну, в общем, я решила, что каждый день я буду вышивать немного и то, и то, и то. Но все это мне выбирает моя прекрасная программа. Вот. И мне выпало около 3000 крестиков, я сейчас не помню сколько конкретно, вот на этом дизайне, поэтому я безумно счастлива, что наконец-то до него дойдут руки. Вот. Ну что ж, со мной немного познакомились, давайте познакомимся с моими работами. Ну что ж, идея показать вышивки на балконе грозится быть проваленной, потому что периодически возникает такой сильный ветер, что есть шанс, что все улетит. Но если видите вдруг, что почему-то камера начинает дергаться, это у меня штатив качается. Если видите, что вышивка улетает, то не переживайте, все под контролем. Итак, вот моя такая небольшая кучка неоформленных работ. Я в основном вышиваю для удовольствия, а не для оформления. Однако у меня дома теперь с этого месяца, кстати, живет вторая оформленная работа. Поэтому тут, естественно, не все. Что-то я дарила сестре, маме, некоторым подружкам. Поэтому, что-то отдельно лежит и смущает меня в другом шкафу, в отдельном. Это вот все хранится в одном шкафу, а часть хранится в другом шкафу, и меня смущает, чтобы я это наконец-то оформила. Что я хотела рассказать? Я хотела рассказать, что вот да, хранится это вот так.
И, честно говоря, вот раньше я это все вешала на вешалку, как моя подружка Ксюша маленькая. Но в какой-то момент я поняла, что одна вешалка уже с этим не справится. И сняла я все это с вешалки, потому что, мне кажется, она все отвисает, все это как-то становится нехорошо это все. Ни для вешалки, ни для вышивки. Я это сняла, вот так вот разложила и положила в шкаф. Вот это я вышивала на салфеточках, когда у меня еще не было равномерки. Вот. В основном я люблю большие работы, но периодически вышиваю вот таких малюточек. Надо как-то это сейчас придумать, как это раскладывать, чтобы потом оно обратно все не помялось. Ну, что-то вы увидите, что оно мятое. На самом деле большинство работ здесь все стиранные и глаженные. Но поскольку они лежат вот так вот и вот с Мурана, например, ничего не становится, а лен, я вижу, что он начинает мяться. Вот. В общем, да, большинство работ моих все-таки любимых, самых, они большие. Но я вышиваю малышей. Люблю я, когда что-то масштабно, но если маленький какой-то дизайн и такой миленький, или мне нравится по цветовой гамме, то есть я сейчас показываю примерно, чтобы вы понимали мои предпочтения в вышивке, но, наверное, тут сложно что-то понять, потому что вот есть и цветочки, и не цветочки, какие-то персонажи, и девочки, и что-то такое серьезное, и не очень серьезное. Скорее я обосновываюсь часто, вот, например, вот это мне очень нравится именно по цветовой гамме. Цветочки я не люблю, но почему-то все время их вышиваю. Вот. То есть чем обоснован мой выбор вышивки, даже я сама рассказать не могу. Но, тем не менее, вот, прекрасная Москва, я из Москвы. Вот, например, это моя на данный момент самая большая работа, но даже не вся влезает в кадр. Вот. И на самом деле это, пожалуй, вот такого масштаба работы мои самые любимые. Но, естественно, они занимают больше времени, больше усилий, и результат виден не быстро. Поэтому периодически я разбавляю такие большие работы маленькими. Вот все эти цветочки, вот я их ненавидела вышивать, но мне очень нравится. Очень люблю эту работу. Вот, ну и малышей я тоже люблю, сейчас покажу малыша. Это мое альтер-эго, я считаю. Вот. Такое же существо, как и я. В тамках, без штанов, с винишком. Вот это я круглый год. В таких вот тамках я круглый год, даже в 40 градусов жары. И с винишком, да. Единственное, что мне не хватает, наверное, чтобы совсем быть этим персонажем, это кресло-качалки. Очень хочу такую. Вы извините, что оно тоже не глажное, потому что тут вот еще второй кусочек. И на самом деле эти шмелики, их несколько, я уже 3 вышила. У меня еще, по-моему, 2 или 3 в запасах. И я вот хочу сюда еще одного вышить. А потом уже можно будет постирать и оформить. Очень люблю этого шмелика. Прям я. Вот. А можно просто вот сидеть и пить? Хотя моя подруга Наташа говорит, что чтобы сидеть просто и пить, надо быть как минимум красивой. Мне прыщи даже лень замазать. И вот это вот так. Ну что ж, обычно первый блин комом. Я понимаю, что все было не идеально, но мне есть к чему стремиться. Тем не менее, я прошу прощения, если все-таки это было совсем сложно слушать. Надеюсь, с каждым новым видео будет улучшаться и качество моей речи. Я надеюсь, вы оставите в комментариях, что это за жест такой. Оставляйте в комментариях ваши эмоции, предложения, и если вам интересно посмотреть более детально на текущие процессы и на уже вышитые работы, тоже жду ваши пожелания в комментариях. Но сейчас предлагаю все-таки прогуляться немного по весеннему Буэнос-Айресу. У нас отличная погода, хоть и немного ветрено. Ну и ваше здоровье!